Гениальнейшая формула притяжения желаемого 2175. В ней есть то, чего нет в большинстве практик по исполнению желаний. И именно из-за этого момента у одних она срабатывает, а у других нет. Кто уже видел мое первое видео про гениальнейшую формулу исполнения желаний 2175? Сейчас вы поймете ее еще глубже. А если не видели, я оставлю здесь ссылку на то самое первое видео про формулу 2175. Посмотрите обязательно. В формуле 2175 важно не то, у кого что получилось, а у кого что нет, или какие-то результаты, а то, как вы взаимодействуете с этой формулой. Важен фокус. Начнем с цифры 2. Очень часто люди думают, что нужно формировать свой запрос, сидеть точно 2 минуты ровно и вот сидеть над этим запросом. Нет. Первый шаг. Мы формулируем с вами запрос. Чего мы хотим? Вот прежде чем привлечь в свою жизнь, нужно понять, от чего мне сейчас хочется, какое желание хочется, чтобы исполнилось. И для этого направить ваш фокус на это желание в течение 2 минут. Но это не значит, что нужно сидеть ровно 2 минуты и формулировать свой запрос. Нет, его можно и за 5 секунд сформулировать, этот запрос. Но не выходить за рамки 2 минут. Идеально поставить время, будильник на 2 минуты, засечь, чтобы не расплываться сейчас в своем желании, потому что когда расплывчато, когда нет вот этих лимитов во времени, то человек может начать расписывать свое желание, забудется, отошел, ушел, завтра вспомнил, послезавтра опять, и вот так день за днем проходит, и человек не садится, не фокусируется на своем желании. И вот здесь вот цифра 2 – это 2 минуты, которые нам помогают сформулировать запрос. Вот до 2 минут поставьте будильник и сформулируйте свой запрос. Опять же, повторюсь, как формулировать запрос? Не так: я хочу дом мечты, я хочу автомобиль, мне нужен переезд, мне нужны большие деньги, мне нужна работа. Совершенно не так, забудьте, так не загадывают желания. Очень важно, чтобы запрос был конечный результат. Например, кто-то там писал в первом видео в комментариях: а что если запрос будет, чтобы врач назначил хорошее лечение мужу? Нет, так не нужно. Важно вот конечный результат. Здоровый человек. Вот здоровый человек. Сформулируйте запрос так, что вот конечный результат вы видите. Или, например, устроиться на хорошую работу. Но работа же может быть работать, но денег не зарабатывать. Или работать 24 часа в сутки. Конечный результат. Для чего вам на хорошую работу устраиваться? Какая цель? И вот напишите этот свой запрос. Чтобы зарабатывать каждый месяц, там, не знаю, 5000 евро или сколько там. И тут же тоже, смотрите, очень важно, чтобы цель не была, потому что вот деньги же, они тоже для чего-то нужны. Для реализации какой-то цели. Например, деньги нужны, хорошая работа нужна, потому чтобы хорошо зарабатывать. И вот будут эти деньги, и тогда что с этими деньгами? Что хотите покупать или как себя чувствовать? Дом мечты купить, автомобиль, что-то еще. Вот для чего? Чтобы себя свободно чувствовать, финансовую подушку, чтобы заработать. Вот, например, хорошая работа. Убираем и конечный результат. У меня есть работа, на которой я зарабатываю большие деньги, легко и радостно, и покупаю все, что хочу. Например, так. Это вот один из вариантов, один из примеров. Или кто-то там написал, чтобы вот деньги были на дом. Тоже неправильно. Нет. Сформулируйте: у меня есть дом, в котором я живу счастливо. Не путь, а итог должен быть. Или, например, кто-то написал: я хочу больше клиентов, отучилась, и вот больше клиентов. Какой запрос должен быть, чтобы больше клиентов было? Например, сформулируйте так: напишите вашу профессию, и у меня есть лояльные, платежеспособные клиенты. Вот такой вот, например, запрос можно сделать.
И помните, 2 минуты на запрос. Это временный коридор, в котором вы останавливаетесь и честно понимаете, чего вы хотите. Следующая цифра 1 у нас была. 1 у нас был образ. Цифра 1 – это образ, и здесь тоже очень многие ошибаются. Образ – это не значит, что представить какой-то фильм или визуализировать, представлять что-то. Нет, должен быть один кадр, в моменте, образ, и словить ощущения. Например, как я уже говорила, поступление денег на счет, и в этот момент вот прям резко увидели как один кадр. Или деньги вам кто-то передает, пачку денег. Или вам сообщают, мы вас принимаем на такую-то работу, ваши мечты. И вот этот момент, только вот как один кадр, не представляете, а вот как один кадр, образ увидели. И в это же время прочувствовали свои ощущения. Что вы чувствуете? Радость, легкость, воодушевление, спокойствие. Я так и знал. Вот знаете, здесь еще момент очень важный, ощущение словить, что так и есть. Вы знаете, что с вами это происходит. Это нормальный уровень для вас. Нормальный уровень для вас, что к вам на счет пришли деньги, вы их увидели. Окей, прекрасно. Вам кто-то передал пачку денег. Прекрасно. Ощущение спокойствия, легкости. Прекрасно. Вот эти ощущения поймать. Или вам предлагают работа мечты, вот вакансия освободилась, ваша желаемая. Вы такие, да, для меня это нормально, я знал, все хорошо. И вот эти ощущения легкости, спокойствия, что это с вами нормально, что это нормальное явление для вас. Или дом мечты, и вы его видите как один кадр, вот он, один кадр, это дом мечты. Это нормально для меня, это мой уровень, да. И в то же время вот это вот вы ловите ощущение спокойствия, радости, легкости. А вот это очень важно в этой формуле привлечения желаемого. Это момент, когда внутренне ты знаешь, что это уже есть. Не удивляешься, а знаешь об этом. Знаете, вот такая вот внутренняя уверенность, стабильность, внутреннее спокойствие. Дальше цифра 7. 7 дней вам на ваше желание, на один ваш запрос. Вот кто-то спрашивал, можно несколько запросов, можно несколько желаний? Нет, делайте все-таки один запрос. Не нужно в кучу все мешать, потому что вот это вот все крутиться будет, переворачиваться не нужно. Приоритетную сферу жизни, вот запрос, один запрос. И вот этот запрос в течение 7 дней повторяйте. Утром, вечером, в обед можно. В утренние часы пробуждаетесь, прекрасное время для этой практики. Вечером перед сном прекрасное время для этой практики. И в обед, если особенно в обед вы делаете сиесту, как в Испании говорят, спят, обедают и потом отдых чуть-чуть полчаса. Вот тоже такое состояние после обеда, когда ваш мозг расслаблен, тело расслаблено. И вот очень хорошо сделать эту формулу. По этой формуле ваше желание повторять. Так вот, в течение 7 дней, утром, в обед и вечером берете свое желание и вот прям по этой формуле в течение 2 минут формулируете. Что значит формулировать? Вы уже быстрее, вы уже знаете свою фразу, которую создадите, формулировку своего намерения, своего запроса. Вы просто ее будете повторять. Повторите ее несколько раз в течение 2 минут. Можно меньше, не нужно вот прям на себя давить, давление оказывать. Вот 2 минуты Алия сказала, все, буду сидеть и 2 минуты повторять. Повторите 2-3 раза. И вот как откликается, все, можете перестать. Один образ представляете. Вот во время того, как будете проговаривать, этот образ тоже будет приходить. Сфокусируйтесь на этом образе. Вот в течение 2 минут это все проделайте. Фокусируйтесь на своем запросе, на своем образе. Дальше это у нас 7 дней, вот это вы повторяете. И вот дальше цифра 5. Так, это дней, повтор. И цифра 5 – это самый важный момент в этой формуле. Это момент, когда ты перестаешь держаться за свое желание. Это про отпускание.
Отпускаем свое желание в течение 5 секунд. Вот кто-то спрашивал в прошлом видео, а что это 5 секунд, это каждый день или как? 5 секунд на отпускание желания. Вот каждый день в течение 7 дней вы делаете эту практику по этой формуле. И вот когда вы ее делаете, вот в течение 2 минут, свой запрос говорите, образ видите, потом отпускаете. Вот в течение 5 секунд, не нужно дольше. Вот 1, 2, 3, 4, 5. Все, отпустил, встал, пошел. Очень хорошо, знаете, еще взять. Вот посидели, пофокусировались на своем запросе. 1, 2, 3, 4, 5. Вот знаете, какой-то хлопок сделать. Потрясти свое тело, какой-то сигнал подать. Или какой-то браслетик, резиночка. Раз, себя вот так вот потянуть. Сигнал, что все, отвлекайся, иди, отпускай и иди делай другие дела. Встал, потанцевал. Вот какое-то движение сделать. Вот сделайте это вообще идеально будет, потому что 5 секунд в статичном состоянии очень сложно. Когда в статичном состоянии, вот эти вот 5 секунд на отпускание, очень сложно это сделать, когда вы в статичном состоянии. И очень хорошо встать, и вот все, отпускаю и иду дальше. И это нужно, да, каждый день делать в течение 7 дней. Вот когда вы утром, в обед, вечером делаете эту практику, все, в конце 5 секунд на отпускание. Каждый день 5 секунд на отпускание. Вот здесь вот еще важный момент. Вы показываете самому себе, этому миру, пространству, Творцу, Вселенной, что вы отпускаете свое желание, вы не держитесь за него, потому что вы уже достаточны, у вас все есть, вы уже благодарны этой жизни, вы уже в любви, в благодарности живете, вот все у тебя есть, я уже благодарен жизни, вы показываете это своим состоянием. И вот важный момент, отпускаете и сигнал подаете и себе, и в этот мир, что если даже это не произойдет, мое желание, я все равно, со мной все в порядке. Со мной так и так все в порядке. И вот именно в этот момент происходит чудо. Происходит чудо, и желание работает на вас. Вот обстоятельства, какие-то ситуации создаются для вас в пространстве. Они приходят к вам и начинает получаться, реализовываться, исполняться. Вот просто не держите за свое желание. Вот это 5 в этой формуле, это ключевое, это важно, потому что вы можете годами сидеть, формулировать желания, запросы, визуализировать, представлять кадр, образ. Но если вы держитесь постоянно за свое желание, ждете результатов, ожидаете, то вот это вот напряжение, тревога, оно вот это вот в вашем состоянии засаживается, засиживается. И нет воздуха, чтобы вообще зайти чему-то новому в вас. Все состояние становится, знаете, таким вот тревожным, в напряжении, страхе, беспокойстве, а вдруг не получится, а вот я столько делаю, а вот не получается, а не реализовывается. И вот это ожидание. Нет. Убираем сомнения, страхи, ожидания. Вот там все, хватит. И вот прям берете, встали, протанцевали, отпускаю свое желание, прям себе манифестируйте, говорите, отпускаю желание, все, со мной все в порядке. Я благодарен этой жизни, я благодарен миру, Богу, Вселенной, себе, со мной все в порядке, со мной все прекрасно. Вспоминайте образ, что у вас уже все есть. Все, вы знаете, что у вас уже все есть. Все, и пошли творить свою жизнь. И вот в течение 7 дней один запрос. А потом берите другой запрос, вот кто-то спрашивал, а можно еще другой. Берите другой запрос и тоже делайте. Все, как бы ваш мозг вы приучили к одному запросу, вы его потом через 7 дней уже вообще отпустили. Но очень хорошо, что вы мозгу дали вот это вот сфокусироваться и своему состоянию, сфокусироваться на одном запросе. Вы поняли, что для вас это приоритетно ваше желание, как хотелось бы, чтобы оно все-таки исполнилось, было бы прекрасно. Но вы не задерживаетесь на нем. Дальше новый запрос формулируете. И все. И вот то же самое. И не держитесь. Живите в легкости. Делайте эти практики играючи. Из легкого такого состояния. Не относитесь серьезно ни к чему. Легко, свободно, экспериментируя, играюсь. Вот
желания любят это. И деньги начинают приходить, и в отношениях начинает все получаться, и во всех сферах жизни начинает все налаживаться. Попробуйте. И еще, почему вообще цифры я люблю использовать для формулы? Потому что это фокус, это внимание. Они дают рамку, ощущение завершенности. Они не дают, цифры не дают вам расплываться, быть в абстракции, вот где-то желания плавают, где-то я это хочу, какие-то миллион мыслей, а вот это бы хорошо было бы, а вот это желание бы исполнилось. Вот цифры не дают вам расплываться в этом. Они все собирают, расставляют все по местам, и у вас все так вот, и ваше состояние налаживается, вы спокойнее становитесь, потому что все по полочкам налажено, все благодаря этим цифрам и благодаря этой формуле. И получается, ты не откладываешь свое желание на когда-нибудь потом. Ты даешь ему время, внимание и свободу. Да, и очень часто результат может прийти не так, как вы его заказывали. Он даже может прийти еще лучше. Это вот как было у меня. Когда-то я думала что-то вот про Испанию, про страну, про путешествия, но я никогда не думала, что я буду жить в Испании. А в итоге мое желание даже осуществилось еще лучше. И много раз так было, что я мечтала о чем-то и даже представить не могла, что это мое желание реализуется еще в лучшей оболочке. Поэтому очень часто может быть так. Но для этого не держите за свое желание, не контролируйте. Уберите контроль, потому что контроль, он мешает реализоваться вашему желанию так, как надо. Вы начинаете контролировать какое-то вот это вот, и вот за это держаться за него, и потом все как-то вот, не так. Очень тяжело идете к своему желанию. Доверьтесь Богу, доверьтесь этому миру, доверьтесь Вселенной, доверьтесь себе. Потому что формула 2-1-7-5 – это не про управление Богом, Вселенной, собой. Это формула про снятие лишнего напряжения. И как следствие создание вашего нового состояния, спокойного, стабильного, уверенного, из которого вы начинаете притягивать лучшие события для себя. Во-первых, вы их начинаете видеть, фокусироваться на них и хвататься за них. И они идут к вам в жизнь. Нужные события. Поэтому гениальнейшая формула 2-1-7-5. Простая и точная для исполнения ваших желаний. Она учит формулировать результат, чувствовать состояние и вовремя отпускать. Напишите в комментариях свой запрос. Если вы в прошлом видео оставляли запрос или сомневались, продублируйте еще раз. Возможно, я какие-то запросы не увидела, чтобы в этом видео я ответила вам. И пишите «Я отпускаю». Сформулировали запрос. И сразу вот прямо во время этого видео сделайте эту практику. Сформулировали запрос, увидели образ, напишите «Я отпускаю». Все. И пошли делать дела свои. На этом все. Вот сегодня мы еще глубже разобрали с вами эту гениальнейшую формулу исполнения желаемого 2-1-7-5. Если вы мечтаете сейчас о большем доходе, об отношениях, путешествовать до мечты, исцеления, здоровья, любая сфера жизни, примените эту формулу. Проверьте, поэкспериментируйте. На этом все. Не забудьте поставить уведомления, чтобы вовремя приходили к вам новые видео и практики. Пишите вашу обратную связь. И также здесь под видео я оставляю вам ссылку на книгу «Денежный код». Первые 100 счастливчиков. Успевайте. 100 счастливчиков. Денежный код. Расписала все подробно об этой книге под этим видео. Смотрите, изучайте и встретимся с вами в новом видео. Всем пока-пока!